день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой квадрат. У меня связаны два квадрата, разное качество и толщина пряжи. Это у меня чистый хлопок, связано крючком 1,75. Это у меня лен с вискозой. Здесь у меня был крючок 1,3. Прекрасно можно сделать, мы видим, скатерть, салфетку. Но пока я вязала, мне пришла идея. Мы с вами недавно разбирали вот такой вот мотив, да, для рубашки. Мне, кстати, попалась вот рубашка, она и лицевая часть, не только изнаночная. И мне подумалось, почему мы можем и вот этот же квадрат тоже использовать для вставок между, допустим, каким-то узором или сеткой, точно так же, как нам предлагают вот с этим квадратом. Этот квадрат у меня получился немножко больше, хотя толщина пряжи этого мотива и этого одинаковая. Поэтому мы с вами сегодня разберем вот этот квадрат, а вы уже примите решение, где его вам, скатерти, салфетки или же применить для рубашки. Прежде чем мы с вами приступим, хочу вас попросить подписаться, кто не подписан. Делитесь, комментируйте для продвижения моего канала. И еще хочу вам порекомендовать мой канал, в котором я разбираю историю моды, историю костюма. Ссылку под этот канал я оставлю под этим видео. Начинаем мы с вами 12 воздушных петель. Замыкаем в колечко. Хвостик пропускаем вдоль. И в это колечко сделаю петельку подъема. И в это колечко мы с вами должны связать 24 столбика без накида. Получили мы 24 столбика. Я захожу в первый, вяжу соединительную петельку. 1, 2, 3. Это у нас будет столбик. 1, 2, 3. Расстояние до следующих столбиков. Накид. Мы пропускаем первый, второй, заходим в третий столбик по ходу движения, вывязываем первый столбик, 1, 2, 3, накид, в этот же столбик захожу и вывязываем второй столбик, 1, 2, 3, накид. Пропустили первый, второй, в третий зашли, связали столбик с одним накидом. Две воздушных, накид, 2 пропустили, в третий зашли, столбик, 1, 2, 3, накид, и в этот же столбик второй столбик. То есть вы поняли, что это мы с вами фиксируем углы. А там, где один столбик, это одна сторона. Так мы должны получить с вами 4 таких угла. Итак, мы с вами прошли по кругу. Вот у нас осталось последние 2 петли внизу. Здесь мы с вами связали 3, поэтому 1, 2, 3. В третью петельку подъема заходим и связали соединительную. Вот так. Теперь я сделаю петлю подъема. Это будет у нас заменять как бы столбик без накида. И под арку 1, 2, 3. Сам столбик вяжем столбик. Вот здесь у нас угловой столбик. Мы с вами сделаем 4 здесь. 1, 2, 3, 4. Столбик тоже столбик без накида. И так, в принципе, мы с вами движемся по кругу. В угловые арочки вяжем по 4, а так мы, в общем-то, повторяем наш узор. 3 столбика, столбик, 3 столбика, столбик. Итак, обошли мы с вами по кругу. Вот что получили. И я захожу, вот у нас здесь была петля подъема, в нее и завершили этот ряд. Следующий ряд 1, 2, 3, столбик. 1, 2, 3, расстояние между столбиками. Накид. Мы заходим, вот получается, пропустили 3 в 4-й столбик.
Теперь 1, 2, 3 накид. Так как у нас здесь с вами было 4, наверное, лучше было бы сделать 5. Поэтому мы как бы между третьим и четвертым, то есть стараемся попасть в центр, вяжем столбик, 3 воздушных, 1, 2, 3 накид, следующий столбик. То есть мы с вами повторяем вот этот ряд. 3 воздушных, накид, вершину столбика, столбик. И так продолжаем по кругу, через 3 воздушных, как бы в каждый столбик, и в центр арки вяжем столбики с одним накидом. Обошли мы по кругу. Последние 3 воздушных, в третью петельку подъема я вяжу соединительную петлю. Петелька подъема — это у нас заменит столбик без накида. Мы с вами повторяем ряд, в котором вязали столбики без накида. То есть под арочку 3 столбика, в вершину столбик. Под арочку 3 столбика, вершину столбик. Только давайте теперь в угловую арку свяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и вот пятый. Теперь вершинку. И далее мы с вами все повторяем. Идем по кругу, обвязываем столбиками без накида. Обошли мы с вами по кругу. И теперь соединяемся как бы с первой петелькой подъема. Вот у нас как бы начало наше. Следующий ряд. 1, 2, 3 накид. В эту же петельку захожу, вяжу еще один столбик с накидом. 1, 2, 3 накид. И в эту же как бы получается центральную вот петлю мы свяжем с вами еще 2 столбика с одним накидом. Теперь 1, 2, 3, 4. Эту ячейку пропускаем. Вот во второй ячейке, во второй столбик без накида вяжем столбик без накида. Там у нас 3, а мы во второй. 1, 2, 3, 4 накид. В угловой арке мы выискиваем третью петельку. В нее зашли, связали столбик первый, накид, столбик второй. Непонятно по схеме, там столбик с одним или с двумя накидами, я сделала с одним. 3 воздушных петли накид и еще 2 столбика. Первый и второй. Далее вы понимаете: 1, 2, 3, 4. Мы заходим с вами в вот эту угловая как бы ячейка, вот в эту ячейку. И здесь мы заходим во второй столбик без накида, связали столбик без накида. Теперь 1, 2, 3, 4 накид. А вот это у нас с вами, вот смотрите, угловые арки, и здесь 3 столбика. Получается, во второй вот столбик, вот этот центральную, который идет на стороне, центральный столбик, мы с вами опять следующий набор. Столбик, столбик, 3 воздушных и еще 2 столбика. Первый и второй. Далее опять 4 воздушных, соединились вот с этой столбиком, 4 воздушных и идем на угол. Повторяем. Обошли мы с вами опять все по кругу. Последние 3 воздушных, заходим вот в третью петельку подъема или вершину первого столбика с одним накидом и завершили этот ряд. Теперь соединительная петелька 1 и зашли под арку. Вторая соединительная. 1, 2, 3. Первый столбик. И еще 4 столбика. То есть под эту арку мы с вами вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. И вот он, пятый. 5 столбиков. Теперь 1, 2, 3. Я иду под арочку, идущую по ходу движения. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша следующая арка. Под нее столбик без накида. 1, 2, 3. Накид под арку угловую. Мы с вами вяжем первые 3 столбика с одним накидом.
Теперь 3 воздушных, накид и вторые 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Далее 1, 2, 3 фиксируемся подаркой. И далее, в принципе, мы с вами все повторяем. Вот под эту арочку у нас идет 5. 5 воздушных сюда, 3 воздушных и вот эта арка. Обошли мы ряд. Получается, вот у нас какой промежуточный квадрат, очень красивый. 3 воздушных. Мы заходим в третью петельку подъема, и я вяжу соединительную петлю. Далее 1, 2, 3 накид. В этот же первый столбик, в который мы связали соединительную, вяжем второй. Во второй столбик вяжем 1 накид. В третий столбик мы вяжем 2 столбика. Первый и второй. Затем в четвертый столбик у нас 1 будет столбик. И в пятый мы с вами вяжем 2 столбика. Первый и второй. То есть получается, в первый, в средний и последний мы связали по 2 столбика с одним накидом. Далее 1, 2 накид. Вот здесь у нас с вами идет арка 5 воздушных. То есть мы должны с вами желательно зайти в третью петельку и связать столбик, 2 воздушных, накид и в эту же петелечку второй столбик. Далее 1, 2, 3, 4, 5 накид. Угловые столбики у нас повторяются. То есть 3 столбика, 3 воздушных и 3 столбика. 1, 2 и вот там 3. Повторили. Далее у нас что мы делаем? Мы с вами вяжем 5 воздушных, 2, 3, 4, 5 накид. И вот эта арочка из 5, мы опять заходим в третий столбик, 2 воздушных, накид и второй столбик. Далее 2 воздушных, накид. И здесь мы с вами помним в первый, в средний, последний по 2, а второй и четвертый по одному столбику. Так, смотрите, мы обошли последний 2 воздушных, в третью петельку подъема мы заходим и соединительная петля. Ну, красавец получается квадрат. Далее, что мы с вами делаем? Мы должны соединить вот первый, второй, третий и четвертый столбик должны соединить в одну вершину. 1, 2 накид, второй столбик недовязанный, третий недовязанный и четвертый недовязанный столбик с одним накидом. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну я сделаю 7 накид. У нас опять остается, смотрите, 1, 2, 3, 4 столбика мы должны соединить. 1, 2, 3, 4. И следующие 4 столбика соединяем вместе в одну вершинку. Первый, второй, третий и четвертый. Соединили, закрепили. 1, 2, 3. Идем под арочку между 2 столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, накид. Вот наша угловая арка. В нее опять мы с вами вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. 1, 2, 3, 4, 5 накид и второй набор столбиков. Это у нас с вами последний ряд, и мы можем соединяться через арки, которые вот сейчас вяжем. Далее мы с вами связали угол, и после угла 1, 2, 3, 4, 5 под арку
столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ударочку между двумя столбиками. И 1, 2, 3, накид. Мы вот так соединяем столбики по 4 воздушных. И идем по кругу. Давайте поговорим по поводу соединения этих двух мотивов. Здесь у меня другая пряжа. Так получилось. Поэтому мы должны с вами соединиться, как показано на схеме. Не по центру. Здесь у нас арочка из 5 воздушных. А вот смотрите, вот 4 и 5, если мы соединяемся вот здесь, можно соединиться по 3 вот этим столбикам. Затем мы соединяемся. Мы соединяемся с вами вот с этой аркой, эта арка, столбики и 2 петли. Итак, смотрим. Я здесь 3 петли сделала. У нас следующая 4 петля. Вот мы должны соединить с вами вот так. Да, поэтому я выискиваю 4 петельку. Не центральную, а 4. И протягиваю рабочую нить. Вот 4 петля. Выискиваем 5 петельку. Ну и даже я могу уже сделать 5 просто так. Может быть, ну, мне не совсем удобно. Теперь я делаю накид, опускаюсь под арку. И вот теперь мы с вами соединяемся с первым столбиком. Накид, 2 столбик. Через вершинку столбика протягиваем. Ой, тут у нас нет, тут у нас накид и 3 столбик. 3 столбик. Так и соединились с 3 столбиком. После этого, как мы соединились, у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. Я опускаюсь на арку. И дальше 1, 2, 3. Здесь мы вот этой арочкой 3, 4, 5. Опускаемся на арочку между. И 1, 2, 3. Здесь у нас 3 воздушных. Накид мы делаем с вами пучок из 4 недовязанных. Там 3 и 4. Соединили, закрепили и соединяемся вот с этой аркой. 1, 2, 3. 3, 4, 5 накид и опять пучок. То есть я показала вам, как у нас это происходит, но и в итоге получается очень красивое соединение, и 2 мотива идут кружевным полотном. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!